Доброго времени суток, многоуважаемые пассажиры. За рулем металл на колесах, и мы отправляемся прямо к бюджетному американцу родом из Узбекистана. Все пристегнулись? Газ в пол, начинаем путешествие. Chevrolet Tracker – небольшой мини-кроссовер, который производился американским предприятием General Motors с 2013 года. Впервые концепт-карт машины был показан в 2012 году во время проведения автовыставки в Париже, а уже через год автомобиль поступил в продажу. В зависимости от рынков, где доступен компактный кросс, он продается под именем Trax и Tracker. Продажи нового Chevrolet Tracker в России официально не подтверждены концерном General Motors, однако, учитывая тот факт, что выпуск авто нового поколения уже организован на территории Узбекистана, то исключать возможности появления паркетника на российском рынке нельзя. Именно оттуда в прошлом году на авторынок РФ вернулись наиболее бюджетные модели бренда Chevrolet. Также нельзя не отметить и доступную стоимость трекера, который получил относительно невысокий ценник. Автомобиль представлен в двух комплектациях, а его технические характеристики, учитывая доступную цену, можно назвать достаточно приличными. Базовая комплектация паркетника L, стоимость которой составляет 1 миллион 200 тысяч рублей, имеет такие стандартные сервисы и возможности, а именно литые 17-дюймовые диски, оптика с LED-наполнением, боковые зеркала с электрорегулировками, мультируль, кондиционер, электролюк, комплект из 4 подушек безопасности, камера заднего вида, датчики парковки, система мультимедиа с цветным дисплеем на 8 дюймов, электростеклоподъемники и комбинированную отделку салона. А для более дорогой вариации LT, цена которой составляет 1 миллион 600 тысяч рублей, разработчик предлагает следующие дополнительные возможности в виде подогрева боковых зеркал, рейлинги на крыше, датчик давления в колесах, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, бортовой компьютер с дисплеем на 3,5 дюйма, 4 USB разъема и 6 колонок в салоне. Под капотом нового трекера производитель установил 1-литровый турбомотор, оснащенный системой непосредственного впрыска. Его производительность составляет 125 лошадиных сил, а крутящий момент 180 ньютон-метра. В качестве трансмиссии задействован 6-ступенчатый автомат. Все комплектации с передним приводом. Данные технические возможности позволяют разогнать кроссовер до предельно возможной скорости в 180 км в час. Указанный разработчиками уровень потребления топлива в смешанном цикле езды составляет 5,5 литров на 100 км пути. В качестве базы для создания автомобиля разработчики использовали архитектуру GM, которая разрабатывалась специально для выпуска новых моделей на рынках развивающихся стран. Эта платформа является упрощенным вариантом платформы Delta 2, на которой построен Cruze. Ходовая представлена в классической независимой подвеской, которая получила стойки Макферсон спереди и торсионную балку сзади. Рулевой механизм дополнен электроусилителем, а тормозная система состоит из дисковых элементов. Благодаря своим компактным размерам, кроссовер можно назвать типичным ситикаром, за рулем которого будет комфортно перемещаться по городу. Ряд встроенных ассистентов, которыми оснащен новый Chevrolet Tracker, дадут возможность водителю и пассажирам чувствовать себя уверенно в салоне, даже при сложной обстановке на дороге. Встроенный электроусилитель обеспечит моментальную передачу действий водителя колесам автомобиля. Говорить о внедорожных возможностях паркетника нельзя. Он имеет небольшие габариты, исключительно передний привод, а также клиренс в 160 мм. Всего указанного достаточно только для поездок в условиях легкой грунтовки и преодоления небольших препятствий на дороге. Единственное, что намекает на возможное отнесение автомобиля к сегменту внедорожников, обвес из пластика, которым оснащен кузов Chevrolet Tracker. Несмотря на статус американской иномарки, автомобиль является достаточно доступной в обслуживании моделью. Его комплектующие значительно дешевле, чем у многих авто иностранного производства. Небольшой по объему двигатель является достаточно выгодным с точки зрения налогообложения, а небольшой расход топлива, заявленный производителем, говорит о минимальных тратах на заправку компактного кросса. После проведенного обновления габариты Chevrolet Tracker практически не изменились. Однако, выглядит теперь кросс более стильно и современно. Передняя часть кузова обновленного паркетника получила зауженную головную оптику и массивную решетку радиатора.
Также спереди можно отметить установку новой крышки капота, на которой выступает мощный рельеф ребер выштамповок, придающий автомобилю более агрессивный и мускулистый вид. Сбоку кроссовер имеет вид стандартного SUV-представителя, благодаря несколько выступающим колесным аркам, коротким свесам спереди и сзади, а также не спадающей в форме крыши. Единственное отличие в новой модели от предыдущего кузова – появление дополнительных ребер жесткости, проходящих через всю длину автомобиля. Корма выделяется за счет новой формы фонарей, а также мощного бампера, в котором предусмотрено место под установку номерного знака. По всему периметру кузова разработчик разместил защитные накладки из пластика. Интерьер обновленного паркетника получился стильным и современным. Главная отличительная особенность салона – слегка развернутая в сторону водителя консоль. Панель приборов представлена двумя классическими колодцами со встроенными циферблатами тахометра и спидометра. На вершине консоли расположился дисплей управления функционалом системы мультимедиа, под которым установлены дефлекторы воздуховодов, блок климат-контроля, а также кнопки активации отдельных функций. Кресла салона достаточно комфортны и имеют боковую поддержку, которая позволяет не уставать даже во время длительных поездок. На территории России приобрести новый Chevrolet Tracker пока нельзя, но новинка может появиться в дилерских автосалонах до конца 2021 года, поскольку завод UzAuto Motors готовится к запуску серийного производства компактного кроссовера. Учитывая тот факт, что все бюджетные модели Chevrolet в прошлом году вернулись на российский рынок, приезд нового Tracker в РФ является вполне ожидаемым. А на сегодня все, мои дорогие пассажиры канала. Чтобы не пропустить следующий ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жми на колокольчик. Обязательно не забудь написать свое мнение в комментарии. За рулем был Металл на колесах. До новых встреч!